Ко мне на сеанс обращается множество людей, которые хотят оставаться инкогнито и не хотят публиковать свои расследования. Поэтому я решила записывать интересные истории для вас, дорогие мои зрители, ведь каждый сеанс – это чья-то история успеха. Это история, которая может стать для кого-то ключиком для понимания своей собственной жизненной ситуации. В мире бизнеса и личных отношений часто случаются истории, которые заставляют задуматься над природой человеческих поступков и их последствиями. Сегодня я хочу поделиться с вами чрезвычайно интригующим случаем из моей практики, который демонстрирует, как одно решение может изменить всю жизнь человека. Представьте себе успешного бизнесмена, которого мы назовем Андрей. На первый взгляд у него было все: прибыльный бизнес, любящая семья, уважение окружающих. Но за этим фасадом скрывалась темная история предательства, обмана и духовного упадка. Андрей обратился ко мне, когда его жизнь начала рушиться, изнурительные судебные процессы. Андрей, который всегда верил в справедливость, столкнулся с холодной реальностью коррумпированной системы. Но это было лишь верхушкой айсберга его проблем. Во время нашей первой встречи Андрей признался, что уже много лет находится во внебрачных отношениях, несмотря на то, что любит и уважает свою жену. Он чувствовал, что запутался в собственной жизни и хотел вырваться из этого круга неудач. Используя метод регрессивной терапии, мы погрузились глубоко в подсознание Андрея. То, что мы там обнаружили, было шокирующим даже для меня, опытного терапевта. Оказалось, что много лет назад Андрей поддался соблазну одной из своих сотрудниц. Мучимый угрызениями совести, он обратился к гипнотерапевту, который убедил его, что эта молодая женщина – его возлюбленная из прошлой жизни, и они воссоединились в этой жизни, чтобы завершить свою историю. Это временно успокоило Андрея, но на самом деле открыло дверь к дальнейшему самообману. Эта первая измена стала катализатором целой серии неверных решений. На подсознательном уровне жена Андрея чувствовала его неверность, что привело к постоянным подозрениям и конфликтам. Андрей, вместо того, чтобы признаться, обвинял жену в неуверенности и паранойе. Эта токсичная динамика распространилась и на жизнь его детей, создавая замкнутый круг негатива. Но самое интересное было впереди. Оказалось, что измена в личной жизни создала энергетическую пробоину, через которую в жизнь Андрея вошли другие формы обмана. Именно это привело к роковому решению подписать контракт с недобросовестным партнером. Во время сеанса мы обнаружили подсознательный контракт, который Андрей заключил сам с собой. Его интуиция кричала об опасности, но желание избежать ответственности заставило его проигнорировать внутренний голос. Этот контракт не только привел к финансовым потерям, но и поставил под угрозу саму жизнь Андрея. Самым шокирующим открытием стало то, что партнерша Андрея, которая его обманула, использовала шаманские практики и гипноз для манипуляции сознанием Андрея. А он, считавший себя уверенным и независимым бизнесменом, на самом деле стал марионеткой в руках двух женщин – своей любовницы и деловой партнерши. Нарушение универсальных законов и игнорирование собственной совести привели к тому, что подсознание Андрея было готово согласиться на выход – роковую автокатастрофу, которую планировала его партнерша через магические практики. К счастью, глубинная часть сознания Андрея сопротивлялась этому сценарию. Во время нашей работы он понял, как работает матрица антимира – система, которая пытается захватить душу человека, когда он сбивается со своего истинного пути. Этот случай демонстрирует, как одно неверное решение может создать цепную реакцию негативных событий во всех сферах жизни. Но он также показывает силу человеческого духа и возможность трансформации даже в самых сложных ситуациях. Сегодня
Андрей находится на пути к восстановлению. Он понял глубинные причины своих проблем и активно работает над восстановлением целостности во всех аспектах своей жизни. Его история – это мощное напоминание о важности честности перед собой, а также о необходимости прислушиваться к своему внутреннему голосу. Этот случай также подчеркивает, насколько важно решать проблемы на уровне их причин, а не просто лечить симптомы. Только поняв глубинные механизмы своего поведения, мы можем действительно изменить свою жизнь. История Андрея – это предостережение для всех нас. Она напоминает, что каждое наше решение имеет последствия, которые могут откликнуться в самых неожиданных сферах нашей жизни. Но она также дает надежду, показывая, что даже в самые темные моменты есть путь к свету. Если мы готовы честно посмотреть на себя и взять ответственность за свою жизнь. Секрет управления судьбой заключается в понимании механизма кармы. Многие считают, что для достижения успеха и счастья в жизни нужно прочитать горы литературы по саморазвитию или часами медитировать в позе лотоса. Но истина гораздо проще и одновременно глубже. Ключ к управлению собственной жизнью и осуществлению заветных желаний кроется в понимании одного фундаментального принципа – механизма кармы. Карма – это не приговор судьбы, как часто ошибочно считают. Наоборот, это наш мудрый и терпеливый учитель. Она учит нас быть внимательными к жизни, ценить самое дорогое – нашу душу, принимать взвешенные решения и осознавать, что каждый наш выбор имеет последствия. Важнейший урок кармы заключается в том, что в жизни за все приходится платить. Это не наказание, а естественный закон баланса. Мы вольны выбирать свой жизненный путь, можем пассивно плыть по течению, позволяя обстоятельствам управлять нами, или же активно творить жизнь, полную радости и успеха. Оба варианта имеют свою цену. Вопрос лишь в том, что мы готовы положить на весы справедливости. Готовы ли мы заплатить усилиями, самодисциплиной и постоянной работой над собой за жизнь своей мечты? Или же мы выберем оплату в виде упущенных возможностей, сожаления о несбывшемся и чувства неудовлетворенности? Понимание механизма кармы дает нам мощный инструмент для управления собственной жизнью. Оно учит нас быть бдительными и осознанными в своих действиях и мыслях, ценить и оберегать свою душу как самый ценный ресурс, принимать решения с пониманием их долгосрочных последствий, брать полную ответственность за свою жизнь, быть готовыми платить цену за желаемую жизнь, инвестируя в свое развитие и рост. Когда мы начинаем жить с этим пониманием, наша жизнь трансформируется. Мы перестаем быть жертвами обстоятельств и становимся творцами своего счастья. Каждый вызов становится возможностью для роста, каждое препятствие – ступенькой к успеху. Помните, карма – это не что-то внешнее, управляющее нами. Это отражение наших собственных мыслей, действий и выборов. Поняв это, мы получаем ключ к настоящей свободе, свободе творить жизнь своей мечты, осознавая всю ответственность и красоту этого процесса. Поэтому вместо того, чтобы искать магические формулы успеха в бесчисленных книгах или экзотических практиках, сосредоточьтесь на понимании и применении простого, но мощного механизма кармы. Это ваш персональный ключ к жизни, полный смысла, радости и настоящего успеха. Путь к целостности – революционный подход к самопознанию и исцелению. Меня зовут Виктория Высочанская, и я верю, что каждый человек имеет потенциал для глубокой трансформации и настоящего счастья. Как коуч и регрессолог с многолетним опытом, я прошла собственный путь от разочарования до полной гармонии с собой и Вселенной. Этот опыт позволил мне создать уникальную методику, которая уже помогла тысячам людей найти свое истинное «я» и раскрыть свой потенциал. Моя история началась задолго до того, как я стала профессиональным коучем.
Еще 20 лет назад, работая менеджером в швейцарской компании, я проводила бизнес-тренинги и создала группу психологической поддержки для коллег. Я поглощала книги по саморазвитию и коучингу, практиковала медитации, постоянно ища ключ к глубинным изменениям, но что-то всегда было не так. Несмотря на все знания и практики, я чувствовала, что в этой системе не хватает главной составляющей. И тут в игру вступил мой природный дар, развитая интуиция и способность к телепатическому считыванию информации. С детства я обладала способностью проникать в самую суть явлений, видеть то, что скрыто от других. Это врожденное чувство привело меня к пониманию, что именно подсознательные контракты являются теми невидимыми цепями, которые удерживают душу от истинного, полного исцеления. Но как разорвать эти контракты? Ответ пришел неожиданно, но я верю, не случайно. Малознакомая женщина познакомила меня с терапевтом, который практиковал регрессивную терапию. Это было именно то, чего жаждала моя душа. Путь к настоящему, глубокому освобождению от оков прошлых контрактов. Мои природные способности к визуализации и телепатическому считыванию позволили мне самостоятельно проводить сеансы регрессивной терапии. И результат превзошел все ожидания. Все практики, которые я использовала ранее – коучинг, активные медитации прощения, визуализация – вдруг заработали с невероятной силой, когда я разорвала контракт своей души. Это открытие стало основой моей уникальной методики. Сегодня моя практика регрессивной терапии – это не просто один сеанс. Это целостная система исцеления, которая работает на всех уровнях человеческой сущности – подсознательном, сознательном и физическом. Я предлагаю своим клиентам глубинную работу с подсознанием через регрессивную терапию для расторжения ограничивающих контрактов души. Коучинг для развития осознанности и принятия ответственности за свою жизнь. Практики медитации и визуализации для гармонизации эмоционального состояния. Техники работы с физическим телом для интеграции изменений на всех уровнях. Моя методика позволяет не просто решать отдельные проблемы, а достигать полной трансформации личности. Мои клиенты учатся слышать зов своей души, верить в себя, принимать мудрые решения и исправлять прошлые ошибки. Я верю, что каждый человек имеет право на счастье и самореализацию. И моя миссия – помочь как можно большему количеству людей раскрыть свой потенциал и обрести гармонию с собой и миром. Если вы готовы к глубинным изменениям, если вы чувствуете, что пришло время разорвать невидимые цепи прошлого и раскрыть свою истинную сущность, я готова стать вашим проводником на этом увлекательном пути самопознания и исцеления. Помните, ваша душа знает свой истинный путь. Позвольте себе услышать ее голос и сделайте первый шаг к жизни своей мечты.